Привет всем! Всем привет! Мы снова в нашем дорогом Иерусалиме, на улицах современного города. Именно такое я и увидел эту улицу примерно к началу 21 столетия. И сразу в нее влюбил. На этих кадрах все еще царит лето. Зонтики весело раскачиваются в такт музыки ветра, но скорее всего, что сейчас зонтики уже убрали. Так происходит каждый год. Итак, мы на исторической улице. И пора бы уже сказать ее название зрителям. Это улица Йоэля Моше Соломона. Одного из основателей этого квартальчика. А еще это был раввин, издатель и общественный деятель. Зонтики в небе – это неисчерпаемый источник вдохновения, впечатлений. По крайней мере, у нас точно не радует глаз, А еще не дают тень. которая спасает от палящих лучей нашего жаркого лета. Этот проект называется «Небо из зонтиков». Кто слышал о таком? Я слышала. А, ты слышала? Да. В 2011 году зонтики впервые появились в небе на фестивале в маленьком португальском городке. В Иерусалиме уже несколько лет украшают эту улицу парящими зонтиками. Свернем вглубь квартальчика. На какой площади может стоять фонтан в виде арфы? Только на площади музыки. В этом небольшом квартале вы сможете купить всякой всячины, вкусно поесть, послушать музыку и посетить интересные выставки. А что может напомнить тем, кто был уже в Иерусалиме, этот проволок? Конечно же, кусочек старого города. Смотрите, какие радостные граффити. Глядя на них, можно сразу получить заряд отличного настроения. Самый настоящий разноцветный Иерусалим. Прекрасная улица, не правда ли? Да, конечно. Этот новый район назвали Нахалат Шива, что в переводе «надел» или «владение семерых». Их называют еще «семеро смелых». Почему семеро? Почему смелых? Ну, семеро – это вполне понятно. 7 семей приняли участие в строительстве нового района. Это отцы-основатели. И Йоэль Моше Соломон один из них. Мы идем в парк Независимости, разбитый на части древнего мусульманского кладбища, совсем рядом с уже знакомой вам улицей. Так вот, эти молодые люди были первопроходцами. А селиться за стенами старого города решались далеко не все. И только совсем отчаянные, смелые люди. Да, ведь смотрите, вне стен старого города разбойничали бедуины. Их Вот очень так вот. боялись. Они не совсем мирные, как сейчас туристов там катают на верблюдах, продают там всякие бусы и прочее. В 19 веке были несколько иные бедуины. Да, довольно-таки опасно, их очень боялись. И боялись не только ночью, но даже днем. Да. Но к тому времени уже было 2 еврейских района вне стен старого города. И этот район Нахалат Шива был 3-м районом. А рядом, буквально очень близко от нового района, уже расстраивались и русские постройки. С 1860 года по 64 они уже практически все были построены. Да, А этот с какого года район? 1860. То есть через 3 года после русских построек. Его только купили в этом году. Расстраиваться он Да. стал гораздо позже. А только через 3 года началось строительство первых 2 домов, представьте себе. Это все из-за страха. Конечно. В 1872 году земли нового района практически пустовали. 7 смелых призывали своих друзей в еврейском квартале старого города заселяться в новый чистый район со свежим чистым воздухом. Но получали неизменный ответ. Нет.
Но наши пионеры не останавливались и пришли к следующему. Принявшим решение все-таки переселиться на новые земли, они давали подарки, денежные суммы. Да, Но вот только так можно было заманить ну, то евреев есть в новые заманили районы. материально, ну и эти вознаграждения сыграли свою значимую роль. Конечно, на тот Ну, момент вообще. было мусульманское кладбище, Кладбище, что, кстати, конечно. тоже несколько страшило переселенцев, да. Страшновато было. Тут те бедуины с одной стороны, с другой стороны Кладбище мусульманское кладбище тоже как-то. Но все идет своим чередом, Чередом. неважно. Все идет своим чередом. И все-таки уже к 1920 году здесь было порядка 900 жителей. Буквально в какой-то сотне метров, а может и меньше от парка, кипит жизнью знаменитая улица Яффа, исторический тракт от портового города Яффа в Иерусалим, по которому за века прошли тысячи и тысячи пилигримов. Рядом с этой улицей, по соседству с кварталом Семерых, уже к концу 19 века полностью сформировались и русские постройки для паломников из Российской империи. Первой на пути из русских построек встречается русская больница. И на ней даже сохранилась историческая табличка «Русская больница». И это был госпиталь, рассчитанный на 60 кроватей, известный как «Русская больница в Иерусалиме». И начала она работать в 1863 году. Как видите, надпись «Русская больница» сохранилась до сих пор, как историческое свидетельство былых времен. Наше внимание привлекли вот эти уникальные печные дымоходы 19 века на здание амбулатории бывшей русской больницы. Этот симпатичный домик, смотрящий на улицу Яффа, и есть амбулатория больницы. Мы находимся с вами буквально в сердце русских построек в Иерусалиме. Слева русская больница, историческое здание, а справа двухэтажное здание русской духовной миссии. Вот прямо здесь его можно четко увидеть. Где зеленых два флага, это центральный вход представительства Русской Православной Церкви в Иерусалиме. А там дальше, вот вдали, купола уже видно Троицкого собора в Иерусалиме. И ворота исторические, вот они были перенесены на несколько метров, но сохранены. Вы видите Троицкий собор Русской Духовной Миссии с противоположной стороны, с улицы Монбас. С 1886 по 1890 годы было построено вот это новое подворье, позже названное Сергиевским в честь погибшего в теракте в Москве в 1905 году великого князя Сергия Александровича. И вот это новое подворье, оно как бы немножко в стороне находится от всего комплекса русского подворья. На центральном фасаде Сергиевского подворья сохранились исторические надписи «Русское подворье» и стих из 61 главы пророка Исаии: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь». И этот же стих присутствует на знаке Императорского православного палестинского общества. Такие каменные знаки с логотипом палестинского общества сохранились на многих зданиях русских построек. Мы снова вернулись на эту улицу и продолжим. Так вот, к началу уже 20-го столетия многие дома этого района выходили фасадом своим на основной тракт на улицу Яффа и, соответственно, становились всевозможными торговыми точками. А после войны за независимость 1967 года и после пошла другая тенденция.
появилось несколько планов по сносу домов этого квартала, как и не отвечающих современным стандартам. Это действительно было так. Шло время, молодежь перебиралась в другие дома, а здесь оставались лишь пожилые люди. В 60-х годах начали квартал сносить. Снесли дом самого Яэля Моше Соломона. Построили новый, который назвали его именем, но это совсем не то. Многие дома исчезли. Но в 80-е годы вновь очередной поворот исторический. И появилось движение за сохранение исторического облика Иерусалима. И тогда началась новая веха В истории этого района. И многие уже полуразрушенные обветшалые дома стали превращаться в историческое наследие, национальное достояние. Улицы стали пешеходными, дома обновились. На месте мастерских магазинов со стройматериалами стали появляться кафе, рестораны и бутики. Дорогие друзья, мы надеемся, что вам понравился этот уголок современного Иерусалима. такой яркий, красочный и насыщенной историей. Ну что, идем дальше? Там в глубине улицы нас ждет кое-что интересное. Вот мы почти и пришли. А это та самая стена, о которой мы хотим вам рассказать и показать. Сейчас вы видите одну из работ проекта «Фрески Иерусалима». Рисовали ее не в Иерусалиме, а во Франции. И не на стене, а на полотнах. Сюжет картины рассказывает об Иерусалиме и показывает прошлое и настоящее города, его древность и современность. Музейные реликвии, фестивали, людей, котов и собак. А наша внучка заметила, помимо интересного, еще и вкусненькое. Так и хочется сладкоежке откусить кусочек. Дорогие друзья, посмотрите на эту картину. На ней сам знаменитый мэр Иерусалима Тедди Колик приглашает всех желающих посидеть на этой скамейке. Ну как же не посидеть? Мы тоже посидим. А кого ты узнаешь, Павел, здесь? Я узнаю, например, вот Зеев Жаботинский. Зеев Жаботинский. Или как в российской традиции Владимир Жаботинский, да, наверное, все-таки. Голда Меир. Голда Меир, знаменитый премьер-министр Сейчас мы Израиля. расскажем немного. А кто вот эта женщина, Лариса? Это художница, известная художница Анна Тихо. Есть музей Анны Тихонь, Есть не музей. так ли? Это музей в ее доме. Она подарила государству Израиль свой дом с коллекцией и со своими картинами. Да, музей Анны Тихо. Здорово. А вот в красивом мундире, ты знаешь, кто это? Молодой Моисей Монтефиоре. Прервемся на несколько минут, потому что есть в Иерусалиме прекрасное место, куда стоит именно сейчас заглянуть. С этим районом Иерусалима широко связано имя выдающегося еврея Англии сэра Мозеса Монтефиоре, известного финансиста, филантропа и общественного деятеля. Он объездил весь свет, помогая своим собратьям. В Иерусалиме был 7 раз. Сэр Моше сделал немало для еврейской общины Иерусалима. В свой 4-й приезд в 1855 году он приобретает вот эти земли вне стен старого города. Назвал сэр Моисей новое приобретение в честь своего семейного союза – виноградник Моше и Юдифи. Виноградник Моше и Юдифи. Мишкинот аноним. Жилище безмятежных. Захапанные участки – Шхунат Хап. Ямин Моше. Да, и, наконец, Ямин Моше – все это название одного и того же квартала. И в этих названиях отображаются исторические этапы его развития. Мельница Моисея Монтефиоре – знаковое место Иерусалима. Это один из первых строительных объектов этого района. Она появилась в 1857 году, и на ее долю пришлось немало испытаний. Чуть больше 10 лет назад
Потратив более $1 миллиона, мельницу отреставрировал голландский фонд «Христиане за Израиль». Отреставрировали, что называется, один в один, по сохранившимся чертежам в архивах той самой фирмы, что и строила эту мельницу. Мельницы – это часть национального колорита Голландии. Поэтому неудивительно, что именно голландцы восстановили Иерусалимскую мельницу. Первый мешок муки нового времени перемололи в 2013 году. Но прежде чем появилась мельница, дома и синагоги первого района вне стен Старого Иерусалима, первой же, конечно, появилась стена вокруг купленного земельного участка, и это исторический вход. Вообще, конечно, потрясающее место. Здесь все время тихо, все утопает в цветах и зелени, беседки, каскады лестниц, и прекрасное настроение ждет тех, кто заглянет сюда. Узнали? Мельница Монтефиоре тоже отметилась на уже знакомой вам фреске. Известные в Израиле исторические личности на современной улице Яффа. Вот в такой вот компании, Шикарной просто компании мы да, находимся сегодня с исторических вами. известных очень лиц, мы сейчас вот здесь находимся. Иерусалимские зарисовки сделали. Колонны древней улицы Карда зовут нас к себе, на улицу Карда, а мы уже там. Посмотрите на эти 5-метровые колонны с коринфскими капителями и на помещения с арочными сводами. Это магазины, располагавшиеся с двух сторон улицы. Улица Карда имела в ширину 22,5 метров, и в ее состав входили 2 крытых тротуара с торговыми рядами и колоннадой, и, собственно, дорога шириной 12,5 метров. Сейчас я окажусь прямо на самой настоящей улице Карда. Посмотрите, какое красочное панно. Оно появилось здесь в 2009 году в ходе проекта «Фрески Иерусалима». Прямо как 3D-проекты, как будто оказываешься там внутри. И что интересно, здесь есть даже нам известные лица. Сейчас мы их увидим. В голубой тоге легендарный мэр Иерусалима Тедди Колек, в красной археолог профессор Нахман Авигад, руководитель раскопок этой древней улицы Иерусалима, и в желтой тоге археолог Гилель Гева, консультант художников, работавших по созданию и этого полотна, и мозаичных полотен, изображающих древние магазины улицы Карда. Зачастую, приводя своих туристов, экскурсантов сюда, задают вопрос: а найдите-ка здесь некий анахронизм. Увидите ли? Ищите. Он здесь, в лице этих 2 детей. Девочка из византийских времен протягивает гранат мальчику из старшего времени. Обратите внимание, он современно одет, на нем кеды, на нем бейсболка, рюкзачок и бутылочка с водой. Вот такое удивительное, мне очень нравится это полотно. Ну и, конечно же, древний, византийский, богатейший рынок. А почему бы нам не заскочить на Иерусалимский рынок? Пусть и не столь древний, но такой же красочный. И самое главное, настоящий. Где все можно потрогать, понюхать и попробовать. Рынок – это взрыв эмоций, ощущений, желаний. А какие краски!
Запахи специй рвутся наружу. Магазины со специями – одни из самых любимых. Оливки – маленькая страсть, подогреваемая разнообразием засола. Восточное сказочное угощение, ранее доступное лишь султанам, сейчас всем сладкоежкам. Кофе, фрукты, овощи, сыры, булки, сладости. Что еще? А еще это и туристический объект, и его популярность как такового только возрастает. Но будет ошибкой считать, что рынок – это дешевое удовольствие. Ну что ж, за удовольствие сами знаете, что нужно делать. Очень и очень весело, очень здорово. Можно просто прийти, погулять, повеселиться, подышать ароматами. Можно что-то и купить, не только подышать. И если вам все еще немного грустно, может, вам прибавят радости маленькие концерты на улицах центра Иерусалима. פתאום עכשיו, פתאום היום, כן היא שלי עכשיו בתוך ליבי, אולי מתוכי, עולה בכל כוחי, כמו השיר. ואני לא שומע כבר ממך יותר כלום, אני אומר לעצמי הרבה זמן עבר, חדשות לא טובות את עוזבת אותי. תודה רבה. איש עם מקל אומר תסתכל, זה מה שנשאר, זה מה שנשאר. על כמה גאים, הרבה בדמיון ואת בחיים, זה מה שנשאר. אני מדליק את האור, אומר לעצמי מחר זה מחר, מחר היא תחזור, זה מה שנשאר. Está la calle del aire, la calle del remolín. Ella es tu madre, no te manches en la
pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Cuando te vaya todavía, no te vaya por favor, no te vaya todavía. Hasta la que todavía no recuerdo miseria. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ждем вас в Иерусалиме.